Друзья, всем привет! Сегодня мы расскажем вам, почему именно низкий сезон – это лучшее время для того, чтобы приехать в Паттайю. Пока другие боятся дождей, вы забираете лучшие отели по низким ценам, гуляете и отдыхаете на пустынных пляжах и ездите на экскурсии без толп туристов. Погнали разбираться, почему лето в Паттайе – это тайный лайфхак для умных путешественников. Вы только посмотрите, какие красивые сейчас пустынные пляжи в Паттайе. На ближайший километр ни души. И, кстати, ребят, посмотрите, море-то очень неплохое. Меня часто спрашивают, какое море будет летом, какое будет весной, осенью. Весна уже прошла, можно сказать. И знаете, что я обычно говорю? Я говорю, что вне сезон море будет цвета кофе или какао. И даже не надейтесь, что оно будет голубым. Но, как видите, в общем и целом море очень даже неплохого оттенка. Можно даже сказать голубого. Это я сейчас говорю про городской пляж. На островах море чистое, красивое, прозрачное круглый год, независимо от сезона. А ближайший остров в 7 километрах от нас, и называется он Полан. Сейчас мы находимся в конце пляжа Джамтьен. Здесь у нас располагается известный ресторан, который называется Синий краб. Также здесь есть кондики, например, Reflection. Дальше у нас идет Люмпини известный, наш Айрос, Цетус, Royal Paradise. Также здесь есть и отели. И, кстати, один из отелей мы сейчас посмотрели в Trip.com. И на него очень даже вкусная стоимость. Всего 2700 рублей. Это что-то около 1000 бат. А если вы хотите получить скидку при бронировании и получить возможность оплаты рублевой картой, то скачивайте приложение trip.com по нашей ссылке в описании. И, кстати, не обязательно скачивать приложение, можно забронировать через их сайт. Смотрите, какие здесь есть кафешки, и они все пустые. Допустим, вот это The Queen of Ice Cream. Или вот еще интересное кафе. Как, Алена, оно называется? Summer House Паттайя. И несмотря на то, что людей практически нету, все кафе открыты, вы можете спокойно туда зайти, получить лучший сервис, быстрое обслуживание, без толп туристов и лишней суеты. Ну и, конечно же, вас интересует погода, ребята. Давайте расскажу, какая она сейчас. 2 дня назад с утра прошел такой хороший ливень, потом весь день было облачно и дождик немножко накрапал. На следующий день было хорошо, спокойно, солнечно, с переменной облачностью. И посмотрите, на 3-й день какое яркое, шикарное солнце. Ну, как вы думаете, у ваш отпуск будут солнечные дни? Я думаю, что обязательно будут. В конце Джамтьена, ребята, двухстороннее движение. Здесь в обе стороны ходят Санктео. Чтобы сесть в тук-тук, нужно просто поднять руку, и он обязательно к вам подъедет и остановится. Проезд стоит 10 бат. Если вы будете куда-то ехать далеко, например, в центр с пересадками, тогда, конечно, вы заплатите больше. По этому райончику можно проехать до самого конца и посетить ресторан «Синий краб». Это ресторан морепродуктов. Также можно проехать до рынка Big Market, который находится прямо рядом с нами. И двухстороннее движение закончится, где находится отель Дивари. Кстати, кто еще не видел наш прошлый выпуск, мы сняли этот отель. Посмотрите обязательно. Далее тук-тук повернет и будет двигаться по 2-й линии. Таким образом, вечером можно добраться до известных безлимитных буфетов, например, Аппа. Ребят, вот видите, тук-туки у нас ездят, моргают нам, возят счастливых туристов. Их было целых 3. Давай еще посмотрим, сколько здесь. Это он нам сигналит, спрашивает, нужно ли останавливаться или нет. Поднимайте руку. Дать ему сигнал, в общем, какой-то, что вы намерены поехать с ним, и у вас точно есть 10 бат. Пойдем посмотрим цены. Я помню, в высокий сезон здесь, когда проезжал, постоянно много людей было. Сейчас никого нет. Вечером, в принципе, могут и сегодня быть. Так, ребята, это ресторан. Здесь есть том-ям за 320 бат. Салат из говядины стоит 380, кальмар тоже 380. Также здесь есть выбор напитков алкогольные, коктейли, маргарита, текила санрайз, блю Гавайи. И стоят коктейли 280 бат. Пиво, кстати, стоит от 95 бат. Можно пивка тут прийти попить. Я думаю, что это неплохое время, чтобы вечерком посидеть, попить кофе или выпить пивка, да? А вот кофе. Капучино 95 бат стоит.
Ну, нормально. Зато какой интерьер. Интерьер красивый, шикарный вид на море. Мы решили приехать в отель Центара, чтобы показать, как сейчас низкий сезон можно жить буквально за копейки. Какой роскошный отель можно снять за какие-то 3000 рублей. Без каких-либо ожиданий. Номера свободны каждый день. Прямо сегодня можно заезжать и жить. Ребят, смотрите, какая интересная ситуация. Алена скачала приложение вот по нашей ссылке, которая находится в описании. И абсолютно на один и тот же номер, на одни и те же даты. То есть, смотрите, какая разница. 300 рублей, да? Так что, ребят, если у вас уже приложение установлено, вы можете его удалить и скачать по нашей ссылке. Может быть, этим самым вы получите эту дополнительную скидку. Ну, или установить приложение на телефон, допустим, супруга или супруги. Смотрите, какое лобби. Здесь приехали, скорее всего, тайские туристы. Видите, у них какой багажник. Очень напоминает, как у нас в Приморском крае ребята ездят на моря, тоже загруженные по максимуму. Здесь довольно-таки живенько. Да. Оживленненько. В этом отеле такой островной вайб. Пукетский движ такой, да? Или балийский даже. Пукетский, балийский движ здесь. Очень много тайцев отдыхает сейчас. Ну и неудивительно, тайцы, они путешествуют по Таиланду и любят это делать в низкий сезон, потому что мало туристов. Тайцы, кстати, очень боятся всевозможных вирусов, и поэтому они стараются приезжать именно когда туристов немного. Классно. Кафе, похоже на Starbucks. Давайте попробуем спросить, есть ли номера и сколько стоит, если мы будем бронировать не через приложение, а прямо на стойке. Hello, you have a room for rent? 2300 baht. I can see room. Кстати, ребят, здесь можно приехать с животными. Смотрите, как тайцы перевозят своих питомцев в колясках, как детей. Очень часто мы видим такую картину в торговых центрах. Происходят встречи вот этих любителей кошечек, собачек. Они по торговому центру гуляют с колясочками. Это происходит прямо там возле какой-нибудь кафешки торгового центра внутри здания. Здесь есть номера с выходом в бассейн. Такой мини-бассейн. Вау, круто. Ну, Ой, прикольно. Здесь очень симпатично. И вид. Ну, неплохо. Ой, даже на бассейн. Прекрасно. А, смотрите, ребят, какой вид. Есть детские зоны. Можно отдыхать с детьми. И посмотрите, отдыхающих не так-то и много на бассейне. Всего 2 человека я вижу. Спокойная такая атмосфера. Видно, что где-то вдалеке играет музычка на баре легкая. Обстановка курортная такая, релаксирующая. В этом номере есть на балконе стулья, стол, сушилка для вещей. Это очень удобно. Сушилка, кстати, ребята, вообще классная, алюминиевая. Не будет ржаветь от морских труселей. Слышу там русскую речь на бассейне. Значит, здесь отдыхают не только тайцы, китайцы, но и русские ребята. Наши соотечественники, я думаю, распробовали уже это приложение и бронируют отели по цене 2010 года, когда курс был 1 к 1. Довольно-таки большие кровати. Это, конечно, считается полуторки, но я думаю, можно здесь вдвоем уместиться, если, допустим, вы с детьми приехали. Да. И, кстати, проживание с детьми, я смотрела, если добавить нашего Саню, а ему уже 10 лет, то цена не меняется. Да, спокойно мы можем с тобой поместиться на такой кровати, да? Здесь большая душевая. А, это душевая, класс. Да, ванна большая. Угу. Ага. Ну и туалет есть. Также здесь есть холодильник, шкаф, мини-бар. В общем, все для того, чтобы комфортно прожить несколько недель. Классно, мне нравится. Ну, за такие деньги вообще хороший очень вариант. Мы, кстати, сейчас спросили на ресепшене у сотрудницы, которая нам показывала номер, что если мы проверим цены на сайтах типа Booking или trip.com. Она сказала, проверьте обязательно, скорее всего, цена там будет лучше. Вот сотрудник нам сам так посоветовал сделать. В принципе, это я вам и советую. Если раньше мы, когда путешествовали, старались найти гостиницы самостоятельно, с собственными ногами, то сейчас времена изменились. И я думаю, что политика как больших, так и маленьких отелей такова, что им лучше, чтобы люди бронировали номера через приложения и агрегаторы. Ребята, такая красивая лаунж-зона. Когда я смотрела фото со спутником, я думала, что это бассейн, а это фонтан. Это фейковый бассейн. Да. Получается, здесь есть развлечения как для детей, так и для взрослых. Например, здесь есть бильярд.
и вечером есть чем заняться. Дети могут находиться в игровой комнате, а взрослые поиграть в бильярд. Вообще очень много здесь разных развлечений для детей. И, кстати, смотрите, какая классная здесь парящая кровать. Как интересно называется. По-любому у этой конструкции есть какое-то название. Если вы знаете, ребят, напишите в комментариях. Потому что я называю это вот парящая кровать. Такая территория, где здесь можно посидеть спокойно, без суеты, насладиться пением птиц. В принципе, атмосфера классная. Смотрите, есть вот такое подземелье, называется Кэмп Сафари. Написано, что что-то здесь проходит для детей. Нету времени у нас изучать все подробно. Я думаю, детям здесь понравится. Также есть детский бассейн. Вот такая небольшая горочка. Конечно, обычно в кондиках горочки побольше, но это тоже неплохо. Смотрите, как растут ананасы. Ты видела ананасы? Это не настоящие? Настоящие ананасы. Обалдеть. Ты что, никогда ананасы не выращивала? Нет. Вот. Как круто. Обалдеть. Друзья, смотрите, какой мы лист нашли. Это, наверное, какой-то тайский клен. Дуб. Вот это просто гигантский листочек. Растут эти листья вот на таком вот дереве, и оно даже подписано. Вообще здесь все деревья подписаны. Вот есть QR-код, я вам по максимуму приближу. Если надо будет, попробуйте отсканировать и узнать, что это за тропический гигант. Кстати, я обещал вам снимать вот такие мусорки, ребят. Смотрите, в Таиланде очень много вот таких вот инсталляций в виде мусорок, которые напоминают нам о вреде микропластика для окружающей среды. Вот здесь такая рыба, полная пустых пластиковых бутылок. Это дает повод задуматься о нашем будущем и будущем наших детей. Нам сейчас дали ваучер со скидками, который мы можем получить на услуги массажа, ресторана, бара и так далее. Кстати, ребят, данный отель находится вроде бы как на первой береговой линии, но своего собственного выхода к морю или хотя бы к пляжу нет. Но зато, как нам сказала девушка на ресепшн, у них есть шаттл-бас бесплатный, который может вас отвезти до пляжа. Друзья, чтобы показать вам еще одно важное преимущество низкого сезона, мы с вами сейчас отправимся на рынок Ратанакорн. Это самый крупный рынок Паттайи, где продаются самые вкусные и сочные фрукты. Ребята, и сейчас мы с вами приехали на рынок Ратанакорн. Это самый крупный рынок в Паттайе. Ребята, про рынок Ратанакорн знают все продвинутые туристы. А если вы еще не знаете про него, то мы вам сейчас все покажем и расскажем. 99 бат дуриан. Обалдеть за кило. Хорошая цена. Вот, кстати, еще одна причина, почему нужно ехать в Таиланд летом. Это то, что сезон дуриана у нас с мая по август, и поэтому его можно встретить по хорошим ценам. Смотрите, этот дуриан просто идеальный. Здесь будет очень хорошая наполняемость. И я вижу, даже не вскрывая сам плод. Орангутан по 30 бат. Представляете себе? И мы вам сейчас хотим показать сезонные фрукты, которых вы не найдете зимой. Многие, кто приезжает в Паттайю зимой, даже не в курсе, что здесь такое есть. А если и пробовали, то по цене, которая в 4-5 раз дороже, чем сейчас. Вот один из самых интересных фруктов, который появляется летом, это вот такие вот манго гигантские. Наконец-то. Они стоили 160 бат за кило, сейчас по 60. Даже есть за 40. Вот такие уже спелые. Очень много различных Вот, по сортов 40. манго. Смотрите, он огромный, просто гигантский. Смотрите, моя ручка какая малюсенькая. И они, ребят, очень вкусные, сладкие. Плоды крупные, косточка маленькая. Рекомендую всем, кто приедет летом, обязательно попробовать все сорта манго, которые вы встретите на этом рынке. Вот этот дуриан подешевле, сорт называется чани. А вот этот мутонг, он подороже, но у него... Плоды большие, маленькие косточки. А у этого плоды вот так выглядят. Более желтый такой цвет имеет, но тоже очень вкусные. Я вообще люблю все сорта дуриана, у всех есть своя изюминка. Смотрите, здесь также есть дурианчики маленькие по 100 бат, по 120, по 150. Цены вообще вкусные. Да, вообще сейчас цены на дуриан начинаются от 90 бат, но если брать оптом, недалеко от плантации, можно взять и за 30, и за 40 бат. Смотрите, радость какая. Манго от 18 бат за кило. А вообще, ребят, если вы не планируете приехать на рынок Ратанакорн, то по городу курсируют фургончики и продают манго. И там можно приобрести манго, допустим, 4 килограмма за 50 бат, либо 6 килограмм за 100 бат. Очень удобно.
Вот оно, манго за 18 бат. Давай посмотрим, как оно выглядит. Спелое. Оно прям спелое, есть надо уже сейчас. Но я бы все-таки взял за 20. Вот оно уже хорошее. Как выбирать манго? У меня есть выпуск с рынка Ратанакорн. Если хотите, можете посмотреть. Мы там все подробно рассказали. Да, там мы рассказали и о пользе фруктов, и о сезонности, и о широком ассортименте, который бывает на рынке Ратанакорн. Смотри, что есть интересное. Я такого еще никогда не видел. Какие-то сморщенные апельсины. 70 бат стоят за килограмм. Ух ты, смотрите, ребят. Есть манго даже по 15 бат за килограмм. Вот это неплохое маленькое манго. Она очень-очень сладкая. Не только женщины цветы любят, но и мужчины тоже. Здесь ананасы нечищенные, довольно-таки крупные, стоят 27 бат, наверное, за штуку. Да, этот сорт тоже очень сладкий, вкусный, хотя он изначально зеленый, но он имеет очень насыщенный, сладкий, сахарный вкус. Скоро начнется у нас сезон авокадо. Пока авокадо стоит 120 бат за килограмм, но скоро будет дешевле и выбор будет гораздо больше. Папайя сейчас стоит 25 бат, а вот эту можно купить за 20. Это тоже немного дешевле, чем зимой. Красная голова стоит сейчас 50 бат. Not sweet? Вот мы пытались узнать, как называются эти фрукты, потому что мы знали, конечно, но забыли. Продавец сказал, что не знает, как они называются, и они не сладкие. Поэтому не будем акцентироваться на них. Смотрите, ребят, личи стоило 280 бат, сейчас уже 130. Я думаю, что с приходом лета и летних месяцев будет еще дешевле. Личи, кстати, это очень полезный фрукт, поэтому рекомендую всем его употреблять. Ребята, ну вот мы наконец-то нашли круглый манго. Его еще называют почему-то австралийский манго. Во всяком случае, на острове Фукуок было так написано. И стоит сейчас 25 бат за кило. Смотрите, как он классный. Вкус у него вообще экзотический, невероятно вкусный, сладкий, напоминает персик. И вот этот круглый манго практически невозможно встретить в высокий сезон. А если вы его и встретите, то он будет стоить просто невероятно дорого. Аромат какой стоит. Смотрите, какие мы еще нашли манго. 35 бат за кило. Либо можно взять за 100 бат целых 3 килограмма. Но это просто невозможно. И вот тоже круглые манго стоят 20 бат за килограмм. Они немного другого сорта, но тоже очень-очень вкусные. Смотрите, сколько здесь сортов. Вот если вот присмотреться, вот здесь темно-зеленое вот такое вот, в бурый цвет переходим. Потом оранжево-красный, длинные, отличаются еще и по форме, зелененькие, вот такие. И, кстати, ребят, оно мягкое, скорее всего, это уже такой сорт, оно спелое и внутри будет оранжевого цвета. Ребят, смотрите, какую я гуаву нашла. 33 бата за кило, она огромная, гладкая, мягкая, спелая гуава. Нужно взять. Идеальная просто, давай возьмем. Ой, пахнет так вкусно. А здесь такие аппетитные манго по 25 бат за килограмм. Смотрите, это просто отборнейшие плоды. Что ты выбираешь, Алена? Мне кажется, 2 уже весят кило. Смотрите, ребят, какой интересный электрический аппарат. Первый раз такой вижу. На ремне. Классно. Ребята, вот столько фруктов мы взяли. Это все стоило нам 250 бат. И я вам напоминаю, что лето – это самый лучший сезон для того, чтобы объесться сочных, вкусных манго, которые вы не найдете зимой. Так. Ребят, взял я попробовать за 20 бат вот такой фрукт, который зимой тоже найти сложно. Называется он здесь экфрут. Мы такой же как-то пробовали, подзабыл я вкус. Сейчас освежим. Сказали, что сладкий. Вот так выглядит этот фрукт за 20 бат.
Здесь есть ложечка у нас. Давайте мы его попробуем. Я вам расскажу, на что он похож по вкусу. На вид напоминает тыкву. Такую мягкую тыкву. Немного уже готовую. Попробуем. Очень вязкий плод. Достаточно сладкий. И на вкус тоже напоминает вяленую тыкву. Неплохо. Попробовать можно. Рекомендую взять вот такую вот порцию, чтобы попробовать, что это такое. Манго или дуриан, конечно, гораздо вкуснее. И их лучше покупать в большем объеме. Ребята, а чтобы рассказать о других преимуществах низкого сезона, мы переместились в самый центр пляжа Джантьен, недалеко от улиц Сой 4, Сой 7. Давайте с вами здесь пройдемся и обо всем вам расскажем. Ребят, вот у нас подъехала фруктовозка, вот так они выглядят. И сейчас 4 килограмма мангостина в ней стоит 100 бат. Мангостин, я напоминаю, это королева фруктов. Зимой килограмм мангостина стоит около 160 бат. А сейчас за 100 бат можно купить 4 килограмма. Кто не знает, такие фургоны курсируют по всей Паттайе и даже иногда подъезжают к некоторым отелям и кондоминиумам. Еще одним преимуществом является то, что в низкий сезон практически нету пробок. Если вы передвигаетесь на своей машине или используете такси, то большая вероятность, что в высокий сезон вы будете стоять в пробках. Сейчас пробок практически нет, есть только в центре и очень небольшие. Конечно, если вы передвигаетесь на мотобайке, для вас это не такая сильная проблема, но и на мотобайках в пробках двигаться тоже затруднительно. Сейчас у нас дует легкий морской бриз, достаточно комфортная погода, чтобы позагорать, потому что солнце достаточно яркое, но в то же время не так жарко. И сейчас как раз хорошее время, чтобы заняться водными видами спорта. Здесь очень популярен виндсерфинг, кайтсерфинг. Ну и также можно взять в аренду водный мотоцикл и покататься на нем по волнам. И еще одним преимуществом отдыха в низкий сезон является комфортная погода. Дует легкий морской бриз, очень свежо. Можно гулять с детками, кататься на велосипеде, прогуливаться с коляской. И в такую погоду можно получить хороший загар, полежать на берегу и при этом... Здравствуйте, спасибо. При этом не страдать от перегрева. Ребята, многие из вас пугаются отливов. Нужно сказать, что отливы и приливы постоянно чередуются. И как вы сейчас видите, отливы сменились приливами. Посмотрите, с морем все хорошо. Оно здесь, можно спокойно купаться, и море довольно-таки глубокое. Как вы знаете, из нашего прошлого выпуска был очень сильный дождь недавно, и береговую линию всю размыло паводками. Но вы видели, что сейчас все это дело восстанавливается, и буквально через несколько дней пляжи будут снова очень красивыми. Здесь есть прокат всевозможных досок для того, чтобы заниматься водными видами спорта. И также есть школа и инструкторы, которые вам помогут в освоении всех тонкостей этого вида спорта. В низкий сезон не убирают шезлонги. Вот смотрите, здесь такая открытая зона для того, чтобы полежать на своих циновках. А там дальше очень много шезлонгов. Можно выбрать любой, который вам понравится. Хоть возле моря, хоть где-нибудь подальше. Ребята, и еще одной причиной для того, чтобы поехать в Таиланд именно сейчас, является курс тайского бата. Посмотрите, как укрепляется рубль по отношению к доллару и к бату. Курс к рублю сейчас 0,35. Это очень неплохой курс, за последнее время один из лучших. Курс доллара сейчас 32,40, евро 36,70 и китайский юань 4,51. Многие спрашивают, когда открываются эти обменники, TT Currency Exchange. Работают они здесь с 9 утра до 9 вечера. И, кстати, в последнее время менять деньги онлайн гораздо выгоднее, чем везти с собой рубли или доллары в Таиланд и менять их через такие офлайн обменники. И я напоминаю, что у нас в описании под видео есть ссылка на обменник, с помощью которого вы можете обменять свои рубли с российской карты на тайские баты. Все можно сделать удаленно. Вы переводите ребятам рубли со своей карты, они вам привозят прямо в отель тайские баты. Или могут перевести удаленно на ближайший к вам банкомат, если сумма сделки небольшая, или вы находитесь где-то далеко от Паттайи, допустим, на Пхукете или в Бангкоке, или в любом другом городе. Мы рекомендуем этот обменник, потому что там хороший курс, и мы с ними уже очень давно сотрудничаем. Ребята, а еще я часто через авиасейлс мониторю билеты из России в Таиланд. И у компаний Аэрофлот,
S7, Azure Air часто бывают распродажи. И если у вас есть такая возможность летом взять отпуск хоть завтра, мониторьте билеты, и, возможно, вам удастся купить билетик очень дешево и слетать на отдых в Паттайю. Ребята, у нас очень большая страна, но далеко не во всех регионах есть доступ к морю. И поэтому многие жители отдаленных от моря регионов мечтают на лето съездить куда-нибудь к морю. Естественно, можно сделать это, не выезжая из нашей страны, потому что у нас есть курорты в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Но вы знаете, какая сейчас экологическая ситуация с морем в Краснодарском крае у нас. Многие будут рассматривать альтернативы. Одной из альтернатив теперь будет Дальний Восток, в частности Приморский край, город Владивосток и ближайшие города. Но я вам хочу сказать, что во Владивостоке, конечно, летом очень классно, но если вы поедете туда с целью отдыха, то вы заплатите гораздо больше, чем если вы поедете на тот же самый промежуток времени в Паттайю. А еще лето во Владивостоке очень короткое, и начинается оно примерно с середины июля и заканчивается в сентябре. А у многих из вас отпуск в июне, июле, в августе. Многие жители Владивостока и ближайших городов, так же как и мы, часто ездят в Таиланд в начале лета, потому что во Владивостоке еще холодно, пасмурно, бывают туманы, бывают сильные ветра. И люди ездят в Таиланд, в частности в Паттайю, чтобы получить загар и к концу лета уже быть самыми загорелыми на пляжах Ливадии и других пляжах Приморского края. Друзья, ну и конечно же многие туристы едут в Паттайю не за морем, не за вкусными фруктами, а за ночной жизнью. И мы с Аленой сейчас отправимся на самую тусовочную туристическую улицу Паттайи и посмотрим, как дела там в низкий сезон, открыты ли бары и сколько вообще там людей сейчас. Мы приехали на обновленный пирс Балихай. И смотрите, какая сейчас вывеска красивая, яркая. Она так классно переливается. Ее обновили, теперь она выглядит современнее, ярче. Ну и вообще привлекает внимание туристов. Ребята, в конце улицы Уокинг-стрит открылся рынок еды, который называется Food Truck on Beach. Пойдемте посмотрим, что там есть. Ну и, конечно же, на входе мы видим кокосы и слева дурианы. Смотрите, какая лавка большая. Интересно, что здесь по ценам, потому что место достаточно туристическое. Я думаю, должно быть немного подороже, чем в других местах. Вот можно купить чищенный дуриан от 200 бат за вот такую упаковочку. Также есть коктейли, фруктовые нарезки. Большая упаковка ананасов 100 бат стоит. И там очень много маленьких чищенных сладких ананасиков. Свежевыжатые соки. Стоит 80 бат. Здесь можно заказать Паттайе. Стоимость начинается от 80 бат. Ребятки, здесь у нас морепродукты, кальмарчики и каракатицы. Также можно купить креветочки и щупальца осьминожков. А мне нравится вот этот бар. Вообще Смотри, какой. Круто выглядит. Здесь у нас такая терраса, вид на море, классно. Есть места, где можно посидеть, даже компанией, выпить чего-нибудь, естественно, и чего-нибудь поесть. Здесь есть и шашлычки недорогие, по 15 бат. Давай покажем. Приглашают посмотреть, что они тут готовят. Креветочки. Здесь на гриле могут приготовить креветки, улитки и также можно заказать устрички. Одна створка большой устрицы будет стоить 100 бат. Смотрите, какая огромная. Все, ребят, заходим мы на Уокинг-стрит. Конечно, здесь еще народу немного, но я думаю, дальше ситуация изменится. Если вы были на Уокинг-стрит несколько лет назад, то вы ее точно не узнаете, потому что она обновляется каждый год, появляются новые ночные заведения, меняются вывески, декорации, в общем, меняется все. Ребят, ну и первое заведение, которое мы сегодня посетим, это будет русский клуб туриста. Посмотрим, сколько там людей. Там классная музыка, которую любят все наши соотечественники. Классно, да? Пойдем туда? Пойдем. Погнали. Вот, свободный. У меня сегодня задача не только снять выпуск, но и напоить немного Алену, поэтому приступим. Ребят, смотрите, какая тут у нас тусовка. А между прочим, время только 10 вечера. Алена, ты пойдешь танцевать? Алена сначала немножко подготовится.
выпить, но также есть меню с блюдами всевозможными, есть русские блюда, есть тайские блюда, в общем, любая кухня на ваш вкус. Так что, если вы голодны, можете смело заходить в это заведение, которое называется «Русская туриста», поесть, выпить, закусить, потанцевать. В общем, все, как любят наши туристы. Также можно выпить кофе, алкогольные напитки, можно взять бутылку с чем-то алкогольным и выпивать, сидеть в большой компании хоть всю ночь. Это заведение работает. А я вас смотрю, очень приятно. Встретили подключен двух сестренок с Твери из Подмосковья. Вот такая вот компания здесь. Ребята, если хотите встретить двух сестренок, приезжайте в Паттайе, клуб «Русская туриста». Кстати, здесь можно взять пельмени, смотрите, такая красота, стоит 240 или 290 бат, наверное, в зависимости от начинки. Также картошечка, драники, в общем, все, что мы любим, ребят. В общем, такая обстановка, ребята, дети, кто-то тут потерял детей, не знаю, не ходят, ищут, где их родители. В принципе, с детьми сюда тоже можно, потому что здесь все, в принципе, прилично. Улица Волкин-стрит – это улица, где туристы иногда ходят с детьми, и это нормально здесь. Ребят, распробовала я коктейль. Текилы здесь достаточно. Не мухлюют, ребята. Мне нравится музыка, все вот эти песни, которые у нас были в детстве, в молодости, да, музыка 90-х, 2000-х, ну и современная тоже. И вот так проходишь, слышишь русские песни, душа требует заглянуть в это заведение. Ребят, мы здесь посидели, выбили по коктейлю, засиживаться долго не будем, пойдем дальше, посмотрим, какие на Волкин-стрит есть еще классные заведения. Погнали! Ребят, смотрите, какая здесь красота. Новый клуб открылся. Кстати, в последнее время много очень индусов, ребят. Очень круто здесь, все такое новенькое, стильненькое. Я думаю, народу здесь будет много, но здесь, наверное, будет такой контингент, больше индусов в этом клубе. Много людей, капец! Ребят, здесь прям индийские мотивы, очень громко. Очень много людей, много тайцев, корейцев, европейцев, в общем, дофига народа, и это Ну вот эта песня одна. Ну вот, смотрите, сколько людей. И причем людей будет становиться больше к полуночи. Сейчас еще только разогрев, ребята. Смотрите, на горизонте такой зелененький кружочек и палочка. Это клуб «Инсомния». Давайте мы попробуем туда еще зайти, посмотреть, как там обстановка. Здесь недавно обновился клуб, называется «Боха». Later we come. Later. Now? Let's go. Что, пойдем сейчас? Не, потом. Later, after 1 hour, we come back. Yeah. Боха называется. Здесь классный интерьер. Вот я хотел именно сюда Алену сводить, но мы зайдем сюда немного попозже. Прогуляемся еще по Волкин-стрит. Вот такая, ребята, обстановка сейчас на Волкин-стрит. Людей с каждой минутой все больше и больше. Потихоньку наполняются питейные заведения. Здесь находится старейший клуб Волкин-стрит, называется «Инсомния». Когда все клубы уже пустеют, наполняется вот этот клуб «Инсомния» всеми выжившими людьми. И они, как правило, тут тусят буквально до утра. Здесь есть такое развлечение. Кидаете шарики, если попадаете в мишень, падают девочки в воду на потеху всем зрителям. Ну, им денежка за это капает, я думаю. Клуб «Микс», тоже легендарный, переехал, он сейчас в центре Волкин-стрит. Раньше он, насколько я помню, находился в начале Волкин-стрит. Тоже очень старый клуб, лет 15 назад я в него ходил. Вот смотрите, еще такой классный клуб с новым интерьером. «Босс» называется. Очень круто все выглядит. Давайте посмотрим. Очень крутой интерьер, все светится, блестит. Я думаю, здесь можно
пофотографироваться, ну и потусить тоже. Ваши глаза на утро вам, конечно, спасибо не скажут, но, тем не менее, я думаю, здесь можно классно отдохнуть. Все, идем наверх. Вот такие индийские мотивы. Я где-то потерял Алену. А нет, она за мной, все в порядке. Ну как тебе здесь, Алена? Давай пройдем кружочек по этому заведению, посмотрим. Может быть, найдем каких-нибудь наших соотечественников. У меня камера постоянно упрыгивает куда-то. Ребят, пройти невозможно. Ну, в общем, прошлись мы по этому клубу «Босс». Интерьер, конечно, классный, но вот контингент немного не наш. Поэтому пойдем дальше. А вот здесь у нас, ребят, вот такие танцы. Я не знаю, слышно меня или нет. Ребята танцуют без конца. Смотрите, какая стена интересная. Вот эта 3D картинка, как будто лев на тебя прыгает. Такие красавчики, прям нарядные, как петушки, а? Круто. Также, ребят, здесь есть всевозможные заведения, куда с детьми уже заходить не стоит. Мы туда сегодня не будем заходить. Но если вас это интересует, здесь такого, конечно, полно. Тут можно взять мороженого, если, конечно, у вас все получится. Мучает продавец бедную девочку уже минут 5, наверное. Все, получилось. Зайдем еще в клуб «Мег». Но здесь неплохо, я хочу сказать. Музыка приятная. Можно, в принципе, выпить по коктейльчику, да, Алена? Алена сказала, ей скучно здесь, да? Не знаю, видно что-нибудь или нет, вот такое меню. Я думаю, пойдем-ка мы дальше еще прогуляемся, да? Ребята, вот такая тут атмосфера, в принципе, очень классно, прикольно. Сейчас мы заказали коктейли и будем здесь пока. Как тебе коктейль? Итак, ребята, что я хочу сказать по поводу коктейлей здесь. Коктейли оформлены очень красиво. Здесь классная коричневая трубочка, стильно выглядит. Коктейль вкусный. Давайте посмотрим, как это все выглядит сверху. Вот, собственно, такая обстановка в клубе «Босс». На мой взгляд, здесь неплохо. Классная музыка, хорошие коктейли, все классно. Ребята, ну как вы видите, здесь можно неплохо веселиться даже в низкий сезон. Все клубы, практически которых мы были заполнены. Людей много, можно тусоваться прямо до утра. Что мы и будем делать?
выбрались отсюда. Я немного оглох, но в общем такая ситуация. Вот этот клуб Боха. Обычно здесь все открыто. Вот здесь такие шторки металлические, рольставни. Они обычно открыты. Но когда клуб наполняется, шторки закрываются, и там начинается просто дикий расколбас. Мы сейчас потанцевали просто от души. Классная музыка, ритмичная, техно, там все дела. Нам понравилось. Диджей просто супер. Ребят, в общем, прошли мы очень много заведений. Я думаю, все в выпуск не попадут однозначно. Что-то нам понравилось, что-то не очень. И что хочу сказать, больше всего нам понравилось заведение Боха и, естественно, туриста. Вот что бы кто ни говорил, туриста, такая душевная обстановка. Там все свои, кайфово иногда посетить заведение, где тусуются все твои соотечественники под русскую музыку. Как дома, реально. Ребята, если вам не нравится гулять по Волкин-стрит, то летом вы найдете еще массу интересных занятий. Допустим, экскурсии. И что я хочу в этом плане сказать? На какие экскурсии летом стоит поехать? Допустим, мы ездили на экскурсию Sunset, которая проходила на роскошном катамаране. Но если вы поедете на нее в пик сезона горячего, то вполне возможно, что на катамаране будет полная заполняемость, и тогда будет немного некомфортно. И всегда, но бывает такое. А если вы поедете в низкий сезон, на катамаране будет меньше людей, и за относительно скромные деньги вы получите в свое распоряжение роскошную лодку со всеми плюсами, со всеми фотозонами, местами возле бара. В неограниченном количестве сделаете фотографии. И в этом плане, я думаю, что низкий сезон для таких экскурсий, как Sunset, Алкатур, который у нас был. Что еще? Он называется не Алкатур, Бамбук. Экскурсия на острова, Бамбук, любые экскурсии на приватные острова, я думаю, посещать лучше летом по возможности. Поэтому приезжайте, а экскурсии, ребята, вы знаете, где заказывать в компании Typho Travel, мы их всегда рекомендуем. Ссылочка на Typho Travel будет в описании под видео. QR-код вы видите на экране. Этот QR-код, если вы поедете в Паттайю. А вот этот QR-код, ребята, будет, если вы приехали на Пхукет, на все экскурсии из Пхукета. Typho Travel там тоже активно работает. Если вы не хотите сканировать QR-код, то ссылка будет в описании под видео. Ребята, из всего увиденного, я думаю, можно сделать вывод, что отдыхать в Паттайе летом – это выбор умных туристов. Вы сами все видели, летом гораздо дешевле, меньше людей. Но если вы хотите шумные компании, то их тоже здесь можно легко найти. Я думаю, если вы сомневались, ехать вам летом или нет, то мы развеяли ваши сомнения. А я хочу вам сказать, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании под видео, а QR-код вы сейчас видите на экране. Ну и всем пока, ребята, увидимся в Таиланде. Пока! City lights and ocean breeze. Every step